Евгений Александрович, здравствуйте. Спасибо, Добрый что день, пришли. Егор. У меня очень много к вам вопросов. Да, я действительно лично заинтересован в ответах, поэтому я буду с интересом спрашивать, а Да, наши зрители, да, надеюсь, им тоже. да. Я думаю, что это видео я студентам многим покажу. Я думаю, что им будет Окей, интересно ладно. послушать. С тобой оба преподаватели, так что как бы действительно это интересно обоим. Ну, я начинающий, вы с большим опытом, поэтому я и хочу вас опросить на эту тему. Скажу несколько слов. Я смотрел твои записи и в английском варианте, и в русском, и при всем желании тебя трудно назвать начинающим. Вот ей-богу. И мне очень нравится, так сказать, и манера, и стиль, и содержание того, что ты говоришь. Я далеко не всегда согласен, но вот все остальное – это очень хорошо. Спасибо. Все вопросы у меня будут про образование. Про Да, высшее да, я понял. образование в России. Мне Да. очень интересно ваше мнение. Первый вопрос, как вы оцениваете состояние высшего образования сейчас у нас в стране? Ну, было бы опрометчиво обобщать, поскольку я как бы у меня опыт, как у любого человека, ограниченный, но оно далеко от идеала, это я могу сказать точно. Оно, быть может, не идеальное и в других странах, вот, но то, что я наблюдаю здесь, то вот именно так. Это далеко от идеала, к сожалению. А можете какие-то основные моменты обозначить, что не нравится? Мы поговорим и о А, том, что нравится тоже. У нас будет с двух сторон будем рассматривать. Я немножко переначу, я начну с хорошего, Окей, если можно. окей, да. Значит, я вижу довольно, ну вот в тех вузах, с представителями которых мне приходится общаться вот последние годы, я вижу очень много умных ребят. Вот ей-богу, это высококвалифицированные ребята, преподаватели, сотрудники там университетов и так далее. Вот я среди них мало видел таких вот, ну вот, знаешь, как говорят, вот в университетах там сидят люди, которые никогда не программировали, они отстали от жизни. Ничего подобного. Вот ничего подобного. То, что я вижу, это очень хорошие специалисты во многом. Вот. Относительно негатива. Значит, скорее негатив относится вот ну что ли, ну я даже не знаю, как это квалифицировать, к организации, что ли, высшего образования. Вот говорят, а, университеты не дают те знания и навыки, которые необходимы в индустрии. Да? Отчасти это правда, но это обращение не по адресу. Вот как бы, ну вот мы прям начали наш разговор с центрального моего тезиса, который, впрочем, всем, я думаю, и так понятен, что университеты должны давать фундаментальное образование. Они должны давать именно вот знания, глубокие знания вообще того, что называется computer science. Они должны довольно глубоко знать многие разделы вот этого самого computer science. А если говорить о тех навыках, которые требуются в индустрии, то, ребята, для этого существует, ну, потенциально существует то, что называется колледж. Колледж. Вот там должны давать, ну, что ли, такое вот не фундаментальное, но практическое образование. Я не знаю, насколько я это связано и гладко изложил, но основная беда вот высшего образования в том виде, в какой она есть сейчас, это то, что университеты пытаются совместить вот эти два аспекта. Вы Вот, хотите вообще исключить инженерный аспект, оставить только науку? нет, я не говорю о науке, я стараюсь избегать слова «наука», я очень боюсь его. Я не ученый. Знаете, как говорят, я не ученый, я ученый. Университеты должны давать глубокое фундаментальное образование. Разумеется, выпускник университета обязан уметь программировать. Разумеется, никто не спорит. Но вот давай такой пример, если можно. Вот курс под названием «Программирование на языке Python». Окей? Вот это не университетский курс. Вот нельзя в университете преподавать язык программирования Python. Я больше, еще глубже это скажу. Курс «Объектно-ориентированное программирование на C++». Это тоже не университетский курс.
В свое время я в МГУ, когда работал, читал курс «Объектно-ориентированное программирование на C++». И знаменитый и очень известный человек Иванников, Виктор Иванников, на каком-то обсуждении, не имея меня в виду, на самом деле, он не знал, что я веду такой курс, он сказал именно это, что объектно-ориентированное программирование на C++ – это не университетский курс. Я тогда обиделся, но сейчас я понял, что это правда. Под курс вот с аналогичной направленностью для университета должен звучать так. Объектно-ориентированный подход, двоеточие, модели и представления. Потому что объектно-ориентированных подходов уйма, на самом деле, не один, не два и не три. В разных языках используются разные подходы, разные концепции. Они в чем-то близко, но они в некоторых принципиальных вещах отличаются. Именно этому надо обучать в университете. Вы сейчас сказали то, что я согласен с чем, но вот у меня было интервью на моем канале, тоже записывал несколько недель назад с профессором Шалытом, может быть, вы знаете такого. Да. И я задал, да, и мы такой же вопрос обсуждали, и я высказал свое предположение, аналогичное тому, что вы сказали, что я тоже считаю, что университет – это не профтехучилище, университет – это не курсы по программированию, это другое. Да. Он был против, то есть у него обратная позиция. Он сказал, что какой нам смысл, вот, то есть он за практику, он за инженерный подход, он за то, чтобы мы создавали программистов, которые идут в индустрию. Ну, вот смотри, я сейчас, вот весной я начну читать курс System Software Architecture and Design. С моей точки зрения, это чисто инженерный курс. Вот там нет науки вот в таком традиционном понимании. Design Patterns, вот, который существенную часть курса составляет, это набор практик. Набор практик, вот квинтэссенция практического программирования. Как надо устроить классы, объекты, интерфейсы для решения, для адекватного решения той или иной практической задачи программирования. Вот это курс, на мой взгляд, он подходит для университетов по своей как бы общности и глубине. Вот, но это и чисто инженерный курс. Вот, тут нет никакой науки от слова совсем. Вот, с другой стороны, значит, если мы говорим об программистском образовании, то, вообще говоря, математика тоже нужна. То есть именно вот настоящая наука. И мат-анализ, я не знаю, в каких объемах он нужен, но и мат-анализ, и линейная алгебра нужны. Вот. Но наряду с этим, если, опять же, если говорить о науке, такие вещи, например, как теория алгоритмов, вот, теория баз данных, значит, теория сложности алгоритмов, вот, отчасти даже теория формальной грамматики, возможно. Вот эти вещи, они тоже нужны, то есть для университетского курса. Ты правильно сказал, что как бы для того, чтобы научиться программировать драйверы для Windows 10 версии или как создавать веб-приложение на основе Swift 15, не знаю, какая там у них версия, для этого платные курсы есть. Это наиболее адекватное средство, чтобы научить конкретного человека программированию конкретных приложений для конкретного устройства. Вот как-то так. И в этом смысле я не вижу особого противоречия с тезисом вот, Шалыта. Вот. А знаете, что он сказал? Он сказал, что в нашей стране, по оценкам министерства, нужно в год какие-то там 8 тысяч или какие-то, в общем, тысячи специалистов, например, в области управления Big Data, в области машинного обучения. И, может быть, не стоит их готовить как математиков фундаментальных? Может быть, возможно, что и не стоит. Для этого в идеале есть понятие колледжа или там техникум по-нашему, еще вот по старым временам. В этом нет ничего дурного, ничего зазорного. Они тоже дают конкретные знания, как бы вот, которые реально пригодятся в жизни и которые будут способствовать тому, чтобы человек прилично зарабатывал, вот работая вот над соответствующей проблематикой. Вместо того, чтобы изучать теорию нейронных сетей, зачем ему это изучать? Ему достаточно взять библиотеку Python, там как она называется, PyCharm или как там называется? PyTorch. PyTorch, да. И чудесным образом программировать эти вот алгоритмы машинного обучения. А нужно ли нам такое огромное количество глубоких, фундаментальных специалистов? Вузов там много? Да, университетов, да, много. Университетов, сейчас, да. Да, наверняка не нужно. Но вот тут я не могу стратегически мыслить, я не знаю, не могу, так сказать, не знаю, сколько у нас университетов и сколько они выпускают по сравнению с тем, сколько нужно для промышленности.
Вот, может быть, и не нужно много университетов. Ну, по крайней мере, не нужно много Department of Computer Science. Вот не знаю. Скажем, Иннополис выпускает не так уж много студентов. Вот у нас сейчас на первом курсе у нас 300 человек, грубым счетом. Но это разве много? Вот они дойдут там, до бакалавров, там кто-то до магистров, но это что, разве много? Не так уж много. А колледжей должно быть много. Много, может быть, они могут быть как-то вот ориентированы на какую-то вот там типа big data, там анализ данных, там или такое программирование прикладное, не знаю. Вот. Но вот это основной тезис. Вот четкое разделение по характеру образования. Универсальное и глубокое, либо глубины достаточной, конкретной и глубины достаточной для того, чтобы вот реально работать, создавать ту самую прибавочную стоимость. Вот давайте вернемся на один вопрос назад. Вы сказали, что много сейчас в вузах толковых преподавателей, которые... Что их там держит? Можете объяснить? Я, как сам немножко преподаватель, знаю, что денег там немного. Почему они там? Немного, я согласен. Ну, мне трудно сказать. Мне неудобно там задавать вопрос моему коллеге из, предположим, Ростовского университета, сколько он получает. Вот. Ну, думаю, что они все подрабатывают. Где-нибудь работают, там совмещают, где-то вот консультируют где-то, может быть, книги, хотя за книги сейчас тоже не платят ничего. А зачем сидеть в вузе-то? Почему не совсем не уйти? Тут я могу сказать на своем опыте. Контакты с молодыми людьми, так сказать, передача им того, что ты сам знаешь или узнал, это само по себе большое удовольствие. Вот. На самом деле, ну, скажем так, есть люди, для которых это представляет интерес в жизни. Я хоть преподаю буквально как только я выпустился из МГУ, пошел работать в большой научный центр, я практически сразу же стал преподавать. Ну, по ряду причин, сейчас это неинтересно, почему. Вот. И я осознал, что мне интересно рассказывать людям то, что я сам знаю, ну, сравнительно недавно. Вот. Но я вполне допускаю, что таких людей довольно много. Вот именно вот таких, которым интересно, приятно рассказывать людям что-то новое. Вот. И причем мало того, что просто рассказывать, еще как-то стремиться структурировать, систематизировать это изложение и вместе с тем сделать его понятным. Вот, может быть, это. Кроме того, прости, пожалуйста, есть же такое понятие, как academic freedom. Это совершенно бесценное понятие. Под freedom я не имею в виду то, что человек может уйти с работы в любой момент. Это ерунда. Это как бы у многих людей ненормированный рабочий день. А это свобода в смысле выбора тех областей, в которых ему интересно работать. Вот. Далеко не всегда, на самом деле, это в университетах это academic freedom случается, но вот когда случается, это очень ценно. Вот. Я считаю, что многие, может быть, даже не осознавая этого, это ценят, и это держит их вот в... А что это означает в практическом смысле? Как это выглядит? Это означает, например, что я, устраиваясь на работу преподавателя, мне не говорит мой начальник, что вот ты будешь заниматься вот этой темой, вот этой и этой, все. Наоборот, значит, я говорю, что я готов, значит, у вас в университете работать над такими-то темами и преподавать вот в таких направлениях. Разумеется, это предмет договоренности, как правило. Но степень свободы моей, вот как преподавателя, гораздо выше, чем в любом месте в какой-нибудь фирме. Вот. Случается всякое, я не обобщаю, случается всякое. Могу привести пример Александра Степанова. Это создатель стандартной библиотеки шаблонов Standard Template Library в C++. Он работал в Hewlett-Packard. Громадная компания. Но он чудесным образом сидел где-то в лаборатории, в отделе, по-моему, я боюсь ошибиться, но, по-моему, этот отдел занимался драйверами жестких дисков. Вот. И он, сидя там глубоко ниже вот этой и управленческой иерархии компании, его непосредственно начальник как бы разрешал ему заниматься своим любимым делом. Проектированием библиотеки шаблонов, которая стала частью стандарта C++ впоследствии. Вот. Но вот такая свобода – это скорее исключение в больших компаниях.
Как правило, ты работаешь над темами, которые определяются, в общем-то, несколькими звеньями руководства. Может быть, у тебя не так, я не знаю, но вот, как правило, это так. Вот. А в преподавании и вообще в университетах вот степень свободы гораздо выше. А скажите, вот вы получаете удовольствие от процесса именно обучения студента, не подготовки материала и его преподавания, а вот процесса контакта со студентом и контроля того, понял он или не понял? Я имею в виду в том числе выставление двоек на экзаменах. Ну, это сложный вопрос на самом деле. Да, вот ты очень хорошо заметил, что процесс подготовки и процесс вот выступления, он приносит удовольствие. Общение с студентами тоже иногда. Вот у меня практически каждый день, когда я бываю на работе, у меня вот, ну, не то, что они там караваном идут, но бывает человек до 10 в день, и с каждым я какое-то время разговариваю. Ну, правда, некоторые группами приходят, по 2, по 3 человека. Вот. Это тоже хорошо. Я им рассказываю уже вещи какие-то более конкретные, более предметные, нежели я говорю на лекции, например. Вот. Я слушаю непосредственную реакцию от них, каких-то ответов. Это диалог, он тоже ценен. Но вот ты упомянул относительно вот контроля. Например, у меня есть сейчас, по-моему, 15 дипломников. Довольно сложно их контролировать. Беседовать с ними, говорить им, вот надо сделать то-то, то-то, а потом то-то, именно вот в таком, предположим, порядке. Это нормально. Но вот читать их тексты, вот получать от них обратную связь, они же диплом пишут, они программы пишут. Я должен это все читать и посмотреть, а иногда и запустить у себя. Вот. Это просто, ну, это просто тяжело. Вот. Потому что их много, и вот вообще вот поддерживать вот этот процесс, потому что они делают диплом почти год. Вот. Тем более их там не один и не два. Вот, но это просто тяжело. Ну да, ну бывает, ну любая работа как бы довольно тяжело в смысле скорее моральном. Надо в голове держать и принимать в голове все их, так сказать, вот наработки, задумки, ошибки. Вот. И я должен признаться, что далеко не всегда я это делаю на том уровне, на котором мне хотелось бы. Вот, к сожалению. Но, в общем, в принципе, да, это, в этом есть как бы сложные аспекты. А вы за то, чтобы отчислять двоечников, или вы за то, чтобы все-таки За пытаться их двоечников. спасти? Нет, я за то, чтобы отчислить. Ну, двоечники двоечникам рознь. Вот, бывают, вот, ну уж не буду рассказывать, буквально вот пару недель назад здесь были ситуации не очень такие морально приятные. У нас есть, и кажется по закону так, если человек получает двойку, ну D у нас такая вот система, то ему предоставляется 2 пересдачи. Он может попытаться пересдать, вот повторить этот экзамен еще раз. Это, кстати, нагрузка на преподавателей дополнительная. Потому что я, скажем, должен ему предложить другие задачи, нежели были даны на первом экзамене. Кроме того, ему предлагается 2 пересдача, которая уже окончательная по закону вот, от Министерства образования. И этот экзамен проводится с комиссией. Значит, я должен идти к коллеге, там, и к Николаю Кудасову, вот, и просить его: Николай, ну, поприсутствуй на вот моем экзамене, или еще кому-то. 2 человек я должен собрать себе. Вот. Ну, правда, и Кудасов, и другие делают то же самое, и зовут меня, так что это такой вот обмен. Ну, так вот, если человек на 3 экзаменах получил D, по-моему, тут все однозначно. Опять же, по правилам по-другому нельзя. Это уже не я решаю. Я решаю только поставить ему D или не D. Вот. Но, как правило, вот, если человек доходит до 3-го, до 2-й пересдачи, ну, тут уже, как правило, все однозначно. Вот последний раз было, кажется, 9 человек дошли до 2-й пересдачи, вот по одному курсу. Прошлогоднему еще, кстати говоря, прошлого учебного года. Вот так это долго длится. Из них, по-моему, 3 все-таки удовлетворительно сдали в итоге. Вот. А остальные, ну да, вот, ну, делать нечего. Знаете, Вот. мне напоминает, эта миниатюра была такая у Задорнова, по-моему, когда он рассказывал про водителя маршрутки, который сидел, открыв дверь и смотрел, как женщина бежит к маршрутке и думал, добежит или не добежит. И вот здесь то же самое. Вы же тот человек, который ставит D. Это же не какая-то объективная сила. Это же вы ставите D. Вы же можете поставить ему C. Ой, это морально тяжело, Егор. Я согласен. Это очень морально Вы тяжело. же можете C поставить и расслабиться. Да, и забыть об этом. Ну и да. забыть об этом. Но Все вы этого равно не делаете.
берете, вы ставите D. Значит, Да, вы какой-то имеете при этом... В этом плане я как бы услышал мнение когда-то давно Джанкарло Суччи, нашего декана. Вот. Он сказал нечто вот такое, что, ну, я своими словами передаю, очевидную вещь он сказал на самом деле. Если мы разрешим подобным студентам как бы учиться дальше, то они станут плохими специалистами, это будет способствовать падению реноме нашего университета. Вот. Ну, это немножечко жестко по отношению к самим студентам. Да? Мы заботимся о реноме университета, как бы, и во вторую очередь думаем о студентах. Ну, слушай, людей увольняют из компаний. Вот. Тут тоже можно те же рассуждения применить. Вот. Ну, к сожалению, бывает и так. Вот. Но с другой стороны, смотри, вот человек, вот один конкретный человек, с которым была, в общем, ну, человек сорвался, короче говоря, когда получил на второй пересдаче НЕУТ. Он в течение всего года учебного, в течение всего семестра, за который он, значит, неудачно сдал, он не выполнил ни одного задания. Вот. Но это как? Это как? Причем, насколько я знаю, мы знаем, что многие студенты подрабатывают. Они, бывают, заняты вот на той работе, на своей подработке. Вот. Но он, по-моему, не подрабатывал. И причина этого, в общем, может быть, наш штатный психолог знает, в чем у него там причины реальные. Я этого не знаю и как бы не должен знать. Вот. Но если человек, вообще можно сказать, не прошел курс реально, вот, не знаю, был ли он на моих лекциях, там у нас их там 300 человек, я не могу всех запомнить, но на лабораторных работах он, видимо, не появлялся, он не сделал ни одного задания. Ну, что тут говорить, Егор? Ну как с ним поступить? Ну, это вопиющий случай. А вот бывают случаи, когда все-таки что-то написал человек, что-то вроде бы приходил на лекции, он вроде бы сочинил какие-то работы, какие-то и принес результаты, но видно по нему, что он не специалист в той теме, которую вы читали, он не понял ваш курс и не разобрался. Вы в этом случае ставите ему окей или все-таки говорите, идите и доучивайте? Я расскажу, что я говорю в этом случае. Это вот тоже конкретный пример, вот, может быть, 3-недельной давности. Та же самая ситуация. Человек на второй пересдаче провалился. Все. Значит, я с ним в холле сел с ним и беседовал, наверное, полчаса. Вот. Он начал с того, что, быть может, это не моя вообще сфера, не моя область. Вот. Я ему говорю, парень, значит, давай... Пойми сразу самое главное. То, что сейчас с тобой случается, это не драма, не трагедия и тем более не катастрофа. Ты можешь, и существует конкретный механизм восстановления там, через год. Ты можешь восстановиться и как бы исправить ситуацию, ну, в каком-то смысле начать с чистого листа. За этот период, пока ты не восстановился, ты можешь потратить это время на то, чтобы понять для себя, вообще это твое или не твое. Вот, а он был слабый, действительно, он как бы, у него голова была замусорена питоном, тут, в общем, ну, действительно был слабый. Так вот, попытайся понять для себя. А как понять? У меня для этого один рецепт, который я, кстати, и сам к себе применяю. Программируй, выбери себе задачу небольшую, сам для себя выбери задачу небольшую и напиши программу, которая решает эту задачу. Вот. Начни с небольших программ, типа вот 1000 строк, ну 2000 строк. Вот как бы вот. И я ему предложил конкретные вещи. Например, вот это интересный, кстати, момент. Я ему говорю, вот лифт работает у нас. Вот напиши программу, моделирующую работу лифта. Он ездит, у него N этажей. На каждом этаже к лифту подходят люди, нажимают кнопку, ждут, пока лифт приедет. Лифт ездит в 2 направлениях. Люди подходят, ожидают лифт. Ну, для них существует какое-то распределение там, нормальное. Там, иногда много их подходит, иногда мало. Вот напиши программу, которая моделирует эти аспекты. Начни с простого. Просто лифт как таковой ездит туда-сюда. Добавь в него людей, добавь там еще какие-то обстоятельства. Вот такая программа. Причем... важно вот что понимать. Я не очень назидательно говорю. Важно вот что понимать. Эта программа, кроме как вот для этого конкретного человека, никому не нужна. Вот. То есть он ее напишет и выкинет. То есть она даже в идеале никому не понадобится. Это просто упражнение для самого себя, для получения опыта, навыков.
Вот. И вот то обстоятельство, что он как бы будет работать в корзину, вот не должно останавливать. Вообще вот выражение «работать в корзину» я ненавижу всей душой. Это самое ненавистное мое выражение. Потому что, ну, по крайней мере, в программировании не существует такой работы в корзину. У меня была уйма проектов, которые ничем не закончились, и более того, которые я начал только для себя. И я не собирался их никому отдавать, там, передавать, тем более деньги за них получать. Вот я просто делал для себя. Вот. Еще один пример. Ну, потом ты вырежешь, что там тебе излишне покажется. Еще один пример. Вот когда появилась Java, значит, вот только вот где-то она, когда в 80-х годах или в 90-х она появилась, сразу бум возник, ажиотаж некий, там все стали как бы вот, когда я на какой-то выставке в Москве пришел, меня тут же усадили в кресло, вручили пачку буклетов и заставили слушать, значит, лектора, который, так сказать, с подъемом рассказывал, какой замечательный язык придумали. Интересно то, что, во-первых, это была сравнительно необычная архитектура, да, с байт-кодом, там, с интерпретатором, и, во-вторых, тут же появилась очень хорошая исчерпывающая документация и по языку, и по виртуальной машине, и вообще по всем аспектам. Вот. И мне тут же захотелось посмотреть, а как же устроен Java класс файл. Там байт-код, всякие метаданные, там таблицы констант и так далее. Я взял, раскрыл этот документ, скачал его, раскрыл документ и стал писать программу, которая разбирает этот вот Java класс файл и в каком-то красивом виде печатает его, вот, в наглядном виде. У этой программы никаких перспектив нет. Она нужна была только для меня, чтобы я понял, как устроен Java класс файл. Вот и я этот пример я этому парню и привел. Вот, например, вот придумай себе вот какой-нибудь такой пример и напиши программу. И поймешь, вообще интересно это тебе, неинтересно. И тогда уже решай, восстанавливаться на следующий год или нет. У вас много студентов, у которых есть интерес к учебе? Как вы оцениваете? В процентном Много, соотношении? много. Сколько их? Проценты, не знаю. У меня-то, грубо говоря, из 300 человек на лекциях, сейчас, кстати, меньше, они к концу семестра, их все меньше и меньше становится. У меня только 15 дипломников. Ну, еще там, может быть, там 5, 7, 10 человек приходят, просто какие-то вопросы задают. Ну, вот из тех, с кем я общаюсь, у них есть и довольно часто уже специфический, конкретный интерес к конкретной области, вот связанной с компьютер-сайенс. Вот. У кого-то там блокчейн, у кого-то там низкий уровень, там какой-нибудь веб-ассембли какой-нибудь. В общем, довольно много ребят, у которых уже сформировался интерес. Девочка одна пришла вот на днях, она подрабатывает где-то на какой-то фирме, и она пишет программы на питоне. Вот. И, ну ладно, пишет программы, веб-приложения какие-то она пишет. Но у нее есть интерес к тому, как надо вообще строить архитектуру подобных программ. И вот как раз мы с ней поговорили и пришли к выводу, давай мы с тобой вот сделаем некий вот такой вот анализатор, вот как питоновскую программу лучше архитектурно скомпоновать. Там модули какие-то, классы, функции. Вот ее вот, ну вот пример такого, может быть, не очень выраженного, но вот специфического интереса. Вот. И она просто пришла ко мне за тем, чтобы я ей какую-то задачу предложил. Вот. И пришла уже с конкретной идеей. Ну, она не конкретная, но вот, так сказать, с мыслью некой. Вот, то есть вот подобные интересы есть у довольно многих. Я когда учился в университете очень давно, то Да. я помню, что я в то время уже программировал, и все лекции, которые мне читали, вот абсолютно все, я воспринимал как какую-то обузу. Я понимал, что все это, ну тогда мне было мало лет, я понимал, что вся эта дискретная математика, вся эта архитектура систем, это все какая-то теория, оторванная от практики. Вот у меня был C++, вот у меня были программы, которые я писал, я видел, как они работают, и вдруг мне читали какую-то теорию, которую я никак не мог склеить вообще с той практикой, которой я занимался. И если мне какой-то преподаватель предлагал, а давайте займемся каким-то интересным проектом, я старался от этого максимально откреститься, потому что я понимал, что это только обуза. И я понимаю, что это была моя ошибка. Но вот мне кажется, у многих студентов именно такая ситуация. Они работают в каких-то компаниях, им там платят деньги, от них там требуют интересных, конкретных результатов. Это все внедряется. Не обязательно Да. интересных, Егор, не Да. обязательно интересных. Вот практически все студенты, в частности дипломники, с которыми я имею дело, они все где-нибудь подрабатывают. Хотя вот в Иннополисе стипендии неплохие, насколько я могу судить, больше, чем в других вузах, но тем не менее они все подрабатывают, тем более Технопарк тут рядом, да и Казань недалеко. Вот, есть какие варианты. Но большинство из тех ребят, с которыми я общаюсь,
помимо конкретной задачи написать диплом и его защитить, они проявляют некоторый специальный интерес к той теме, которую я им предложил в качестве темы диплома. Когда ко мне приходит потенциальный дипломник и говорит, что я хочу заниматься вот этой темой. Это, кстати, само по себе вот как бы показательно. Он приходит с готовой темой. Если эта тема далека от моих интересов, я ему говорю, ну, парень, ищи, у нас есть там другие преподаватели, ищи, кто тебе больше совпадает. Мне некомфортно заниматься, скажем, ну, не знаю, там, какой-нибудь темой, там, ну, не знаю, тем же большими данными. Я как бы все объять не могу. Ну вот, а те, которые, значит, с которыми наши интересы совпали, кто готов работать по темам, которые я предложил, они практически все выказывают вот, ну, свой интерес к этой теме. Я не вижу, чтобы они делали это через «не могу». Вот, то есть интерес у них какой-то возникает. И вы считаете, что это связано с отсутствием интереса на работе? Тут по-разному бывает. Некоторым интересно то, что они делают на работе. Некоторые относятся к работе как вот, ну, средство материальной поддержки. Тут по-разному бывает. Я не могу общаться. Тем более, что мы о их работе-то особо не говорим. Это проявляется только когда мы назначаем день очередной встречи, они говорят, ну вот я не могу, давайте вот пораньше или попозже, потому что у меня работа. Вот. А так, ну, не могу что сказать. Тут примерно пополам. Некоторым интересна их работа, а некоторых так, как средство зарабатывания. А нет у вас ощущения при Да. вот таком регулярном, вы же не первый год этим занимаетесь, регулярном контакте со студентами и регулярном вкладывании в них своих сил, своей энергии, что это все как-то на ветер? Вот они послушали вас, поучились, закончили, защитили эту курсовую или дипломную и исчезли. И вам и спасибо, грубо говоря, не сказали в конце. Нет какого-то опустошенности к вам не возникает? Спасибо-то они говорят. Нет, опустошенности нет, поскольку как бы то, что я им сказал, при мне осталось. Вот. Ну, некая досада, что-то подобное есть. Я затрудняюсь сформулировать это, но вот я уже в Иннополисе, по-моему, с какого? С 15-го года официально оформлен, а с 13-го года я здесь вот как visiting professor. Вот. Уж очень много лет прошло, и очень много этих ребят сменилось. И вот это вот калейдоскоп ребят, он утомляет, конечно. Вот. Особенно бывает обидно, когда чел со мной здоровается, а я не помню, кто он такой, дипломник какого года. Вот. Но вот возвращаясь к твоему вопросу, я могу вот примерно так сказать. Мне бывает досадно, когда тема, которой студент занимался, и успешно, предположим, занимался, на 5 сдал, защитился, она умирает вместе с уходом этого студента. Ну, иногда получается дать следующему студенту продолжить эту работу, но это редко бывает на практике, вот не получается такого. И поэтому вот на самом деле это обычная беда обучения, вот, высшего образования. Срок проекта ограничен, вот, ну, грубо говоря, сроком работы над дипломом. Вот на самом деле это не только у нас. Я наблюдаю вот такую же картину и, скажем, в Америке. Но есть такой университет в Остине, штат Техас. Там одно время, может, и сейчас работал Страуструп, создатель C++. И он ввел, это было видно по его сайту, ввел проект Pivot, стержень, по-моему, переводится, какое-то время. Такой интересный проект, он был мне самому интересен, я так более-менее следил, заходил к нему на сайт. Вот. И в один прекрасный момент я вижу, что-то, так сказать, движение-то пропало вот в этом проекте. Потом я как бы уже перестал отслеживать, но как я представляю себе, почему прогресс закончился с этим проектом? Он был не закончен, я был явно не закончен. Ну, потому что ушли аспиранты, которые его делали. Они закончили университет, защитились и ушли. Вот, так сказать, продолжать проект по тем или иным причинам некому. Вот. В случае с дипломом это еще более ярко выражено, поскольку срок диплома вообще 1 год. Вот это бывает досадно. И у меня скопилось уже довольно много текста. Вот буквально вчера я читал, я зашел к себе на диск там за прошлые годы, смотрел дипломы и кое-какие другие материалы. И мне было ужасно обидно. Блин, вот эту работу не довели вот, ну, до такого вот приличного состояния, хотя бы до статьи. Вот как это обидно. Ну вот такое чувство у меня есть, да. А то, что я им много лет говорю, в общем-то,
одни и те же или близкие вещи, да, пожалуйста, это же как бы у меня это остается при мне. И более того, я год от года говорю эти вещи все более и более умно, поскольку я сам учусь и как бы сам понимаю, что я в прошлом году сказал не совсем так и как это надо исправить. А может быть, вот вы сказали про статьи, может быть, их составлять, статьи публиковать в рамках своего диплома или даже курсовой Возможно, работы? возможно. В одно время вот то уже упоминаемый Джанкарло Суччи говорил, что вот надо делать так, если человек идет на высшую оценку за диплом, он обязан написать статью, причем не абы какую, а вот в какой-то reputable magazine. Вот. Но на практике это не часто бывает. Вот я ему говорю, ребята, ну вы хотя бы на Хабра-Хабру там опубликуйте текст. Ведь интересная у вас работа, она достойна того, чтобы там появиться. Вот. На самом деле достигнуть этого... Ты знаешь, я, быть может, здесь не могу за всех говорить. Скажем, вот у некоторых других профессоров, по-моему, студенты там публикуются чаще, чем мои. Вот это так, что я здесь, наверное, все-таки не пример, не показатель. Вот. Ты знаешь, есть на самом деле неформальная градация. Есть research professor, а есть teaching professor. У research профессора больше требований к публикациям. И, соответственно, он и студентов своих больше напрягает на публикации. А у teaching professor у него может быть нагрузка и больше педагогическая, но, значит, требования по публикациям у него слабее немного. А вы за соревновательный элемент между студентами или нет? Я вам уточню вопрос. Вот у меня, кстати, вы на полисе, именно вы на полисе. Был такой случай. Я начинал читать курс, и я в своем силабусе, вот этим описании курса, указал, что у меня будет на всем моем курсе только 10% человек получат оценку A. Какие бы вы умные ни были, но только 10%. И мне деканат отказал в этом и сказал, Это что жестко, так это нельзя, жестко. да. А вот вы как считаете? Ну, если говорить о соревновании вот в этом аспекте, ну, это жестковато, на мой вкус. Ну, а если у тебя на курсе половина вообще вундеркиндов, тоже ведь такое может быть. Ну, среди них можно выбрать 10% лучших вундеркиндов. Ну, манипуляции с цифрами можно провести какие угодно. Но содержательно-то, если треть из них хорошо, вот реально хорошо знает, ну что с ними будешь делать? Пусть они между собой посоревнуются за первое место. А в чем, какова форма этих соревнований? Опубликуют статью, как вы сейчас сказали. Нет, ну если, Егор, если речь идет о каком-то спецкурсе, elective, где там немного человек, то я там могу им говорить, давайте пишите статьи, я огрубляю. Но если у меня как бы потоковый курс, там 300 человек, вот, ну что они будут все писать? Первый курс даже, ну даже и третий курс, вот которым я читаю курс по компиляторам. Их там 2 группы. Вот. Ну, как-то пишите статьи, соревнуйтесь. Но, возможно, в этом есть все-таки рациональное зерно вот в каком аспекте. Значит, я мог бы, в принципе, вот, скажем, у меня есть курс Compiler Construction, да? Вот, я, в принципе, мог бы сказать, вот, ребята, группа из 3 человек, вот другая группа из 3 человек, вы делаете проект в течение всего семестра, параллельно с моими лекциями, вы делаете проект, вы делаете компилятор некоего toy language. У меня их 4 штуки, я им даю в качестве проектов. Спецификации одни и те же. Тот же входной язык, та же target platform. Ну и вот давайте соревнуйтесь. Вот такое соревнование, вот оно интересно. У кого получится полный компилятор, который полный реализует полный язык, у кого он получится медленнее, у кого быстрее. Может быть, я и сделаю подобного рода вот в следующем учебном году, может быть. Но с другой стороны, ну, надо подумать, Егор. Это интересная идея, как бы над этим стоит подумать. Но делать так вот в глобальном масштабе, что вот говорить всем ребятам, вот только 10% из вас получат оценки хорошие, ну, не знаю, как-то это жестковато, на мой вкус. Должен быть предмет соревнования. Вот есть, ну, типа как в Олимпиадах. Ну, я терпеть не могу Олимпиады, но вот все-таки там дается одно и то же задание, кто быстрее сделает, кто лучше сделает, тот и победил. Вот такого соревнования я еще хоть как-то могу понять. Вот.
Но вот абстрактно 10% хороших оценок, ну как-то это, ну не знаю. Не знаю, это жестко. А как вам соревнования Да, между преподавателями? Я знаю, что в Иннополисе существует да, такая система, когда студент может дать свою оценку преподавателю. да, да. И более того, у нас есть система peer-to-peer review, когда один преподаватель приходит на лекцию другому преподавателю, а потом заполняет целую форму, что ему понравилось, что не понравилось. Плюс, да, студенты тоже дают свои оценки преподавателю. Вот, то есть тоже заполняют какие-то анкеты. Мне потом приходят так вот обезличенные как бы данные, вот, кому чего понравилось, кому нет. Довольно подробная анкета на самом деле. И более того, когда я работал в Цюрихе, в ЕТХ, в Политехническом институте, там была такая же система. Я не помню, приходили ли ко мне на лекции другие преподаватели, но обратная связь от студентов была точная. Но Мне когда вы кажется, учились в МГУ, такой системы не было. нет, нет, такого я не помню. Там было все, так сказать, это еще было советское время, там было так жестко все, традиционно. А Вот, как и вот, лучше? ну, обратная связь нужна, безусловно, безусловно. У меня как-то на лекции был вот в рамках peer-to-peer review Бертран Майер пришел ко мне. Не самая удачная моя была лекция, там, если бы он на следующий был, я бы с более выигрышной стороны был. Но тоже все нормально, был хороший в целом положительный отзыв, но он сказал, у меня была там тема среди других, partial evaluation, значит, частичное вычисление функций. Вот. И он мне в отзыве написал, значит, к сожалению, вот лектор, говоря вот о частичных вычислениях, не упомянул выдающегося российского ученого Андрея Петровича Ершова, который как раз этим в частности занимался. Ну да, признаю, не упомянул я его. Вот. Ну вот да, вот такие вот вещи бывают. Просто иногда Вот. студенты Да. некую грань переходят и начинают слишком много требовать. Я не сталкивался с этим, но мне рассказывали, что А не все в каком студенты. плане требовать? Что ты Ну, они имеешь в начинают виду? жаловаться на то, что преподаватель не так сказал, не так встал, не так Да, зашел. да, много жалоб бывает. иногда бывает, Бывают которые. жалобы, да, бывает. Правда, относительно меня таких жалоб не было, но как-то косвенно подобное до меня доходило, что жалуются. Ну, например, там было, вот это, правда, было уже довольно давно, что у лектора старые слайды. Вот старые слайды, ну вот явно старые, то есть он ссылается на какие-то, чуть ли не на Windows 95, как бы. Мгм. Вот что-то вот такое. Вот это было такое, да. Человек, например, у профессоров такое бывает, пропустил лекцию, там, не знаю, там, в командировку уехал, на конференцию. У меня тоже такое случается, но я как бы это заранее говорю, и, в общем, в разумных пределах такое допускается. Вот там одна лекция на курсе, ты можешь как бы ее вот по тем или иным причинам, например, из-за участия в конференции, можешь опустить. Вот. Но вот была какая-то ситуация, когда преподаватель как-то вот неправильно пропустил лекцию, вот что-то там у него такое было. И студенты пожаловались на него. Да, да, бывает. А вот вы слышали, что сейчас некая реформа образования вроде бы ожидается, и эта Так, система бакалавра, магистра, она как-то так. будет пересмотрена. Вы не знаете? Ваше отношение к этому вот так? Я не знаю. Скорее всего, ну вот опять же, я учился в прежней советской системе 5 лет. Я учился в университете 5 лет. Я тоже. Внутри этих, и ты, наверное, тоже, да. Да, да. Внутри этих 5 лет там была какая-то, ну вот какие-то изменения. Типа первые 3 года все учились по одной программе. Базовые знания, математика, матанализ, программирование в общем плане. Вот. На последних 2 курсах происходила специализация. Мы разделялись на 2 потока, условно математика и программирование. Вот. Я должен сказать, что эта система мне нравится. Мне кажется, она нормальная. Между прочим, когда я работал в Цюрихе, в Политехническом институте, там была такая же система. Там не было бакалавров, магистров. Не знаю, как сейчас. Все ребята учились 5 лет, как и в России, как в Советском Союзе. Вот. Вот это вот разделение на магистров и бакалавров, если вспомнить то, с чего мы начали разговор, о двухуровневой системе университет и колледж или техникум, назови как угодно. Вот такая вещь мне нравится больше. Вот она, мне кажется, более правильной. Вот. Я до сих пор не чувствую, вот
ну вот как получается, понимаешь, получается как, 3 года человек учится, и как бы он уже бакалавр. Ну, а потом еще 2 года. Ну, вот это для меня не очень близко. Я не то, чтобы я был категорически против. Ну, как бы в этой системе мы работаем, мы должны соответствовать. Но как-то это, в общем, кажется мне, ну, что ли, не близко мне, скажем так. Знаете, я слышал такое мнение, что этот возврат к системе советской, пятилетней Да, да, системе, о которой вы сказали, да, он да. делается по политическим соображениям, чтобы остановить утечку кадров из страны. Потому что, Наверняка, наверняка. Соображения могут быть разные, и политические в том числе. Ну, например, тем, чтобы как бы дипломы, полученные нашими выпускниками, были непонятны для других стран. да. Непонятны. В этом плане у меня хороший есть смешной пример, когда, вот опять же, уже упоминаемый Политехнический институт в Цюрихе, у него официальное название в переводе с немецкого «Высшая техническая школа в Цюрихе». Высшая техническая школа. Выпускник этой школы, а это, между прочим, очень такая престижная контора, это среди технических университетов, которым он по факту является, это номер 1 в Европе, в континентальной, вот по некоторым рейтингам. Так вот, выпускник этой высшей технической школы приезжает, скажем, работать в Америку, там смотрят на его диплом и не понимают, что такое высшая школа. Они не понимают этого термина. Вот. Ну, не знаю, были ли там какие-то затруднения вот такие уже реальные, но ты пропал с экрана. Вот все нормально. Но вот как бы это реальный случай, когда были какие-то затруднения в связи с этим. Ну и точно так же, очевидно, можно предположить, что у наших выпускников пятилетних будут какие-то проблемы. Ты кто, бакалавр или магистр? А как вы вообще относитесь к этой проблеме утечки мозгов? Мы должны с ней как-то бороться, мы должны... Вообще, какой ваш Я понял взгляд на это вопрос. все? Да. У меня взгляд абсолютно космополитический. Или, если угодно, либеральный. Это дело конкретного человека. Вот я личность, я имею то или иное образование, я хочу или меня пригласили туда-то, никаких не может быть ограничений, таких вот моральных, политических, каких угодно, на то, чтобы я, условно говоря, уехал, ну, в Норвегию, например, и работал бы там. Вот в этом плане я абсолютный либерал. А поднимитесь на уровень выше. Так, Представьте, что вы так. министр образования. Что бы вы сделали, чтобы эта утечка, чтобы ее уменьшить количество? Это не уровень министра образования. Понятно. Определенно. Тут надо менять более такие фундаментальные вещи. И сейчас, если угодно, поговорим, но вряд ли это будет интересно нашим слушателям. Ну, кратко скажите так, основное, как вам кажется. Что поменять, что улучшить? Почему они уезжают? Что главное? Ответ, ну так, хорошо. Значит, на мой взгляд, основные причины. Интересная работа. Интересная работа. Вот там, значит, скажем, если, предположим, взять Америку, ну, ты больше опыт имеешь, я в Америке был только наездами. В Америке гораздо, как мне представляется, гораздо шире выбор точек приложения своих сил в той сфере конкретной, в которой я, например, считаю себя экспертом. Вот, гораздо шире, чем, скажем, у нас в России. Там платят больше денег. Там платят больше денег. Вот. Или люди так думают, что платят больше денег. Извини, пожалуйста, там лучше климат. Вот там ну вот, тупо лучше климат. Вот там Вашингтон или Нью-Йорк находится на широте Сочи, как известно. Вот. Ну и вот всякого рода. Вот первая причина, которую я первой назвал, наверное, мне кажется, она из наиболее таких вот важных. Ну, а если там шире выбор для точек приложения сил, соответственно, больше возможностей для карьеры. Вот тоже может человек так рассуждать. Политические мотивы тут тоже нельзя исключать. Кому-то категорически не нравится то, что у нас в России происходит. Я вполне допускаю, что среди мотивов могут быть и такие. Во всяком случае, я с такими людьми, ну, если не близко сталкивался, но я о них знаю. Вот если сравнить высшее образование, американское, Так. вы упомянули Америку, и российское, они однозначно на разных уровнях. Здесь, наверное, спорить даже не будем. Вот можем ли мы их догнать? Чего нам не хватает для того, чтобы мы были на уровне Стэнфорда, Ой, Оксфорда, вот, Массачусетского института? Егор, это, наверное, самый трудный вопрос из тех, которые ты мне задаешь.
Если коротко, то я не знаю. Если чуть-чуть подробнее, то, наверное, надо, чтобы условный университет, не знаю, какой назвать, чтобы никого не обидеть, условный университет в Костроме претерпел эволюцию в течение 100-150 лет. Причем, чтобы в течение этой эволюции никаких драматических изменений не происходило, чтобы все было более-менее ровно. Вот тогда, с течением времени, если вокруг него все будет более-менее нормально, если промышленность будет развиваться, если частный бизнес будет там себя свободно чувствовать, если в него, в этот Костромской университет будут вкладывать там какие-то вот спонсоры деньги, вот тогда он сможет, наверное, претендовать уже на какие-то места в рейтингах. Просто так не получится. Вот А почему вот, так, вот вы рассказали, почему именно это? Что произойдет? Будет происходить естественный положительный отбор. Будут приходить люди, значит, все более и более привлекаемые, тут я уже начинаю совсем в глобальные вещи уходить, приходить люди, преподаватели, администраторы, привлекаемые хорошими условиями работы, привлекаемые любознательными и активными студентами. Эти студенты, в свою очередь, будут все больше и больше привлекаться в этот университет, привлекаемые высококлассными преподавателями. Вот такой вот постепенный эволюционный процесс. Насколько я могу судить, Стэнфордский университет, в общем-то, ему уже сколько лет, он уже сколько лет работает. МГУ тоже не молодой университет. Да, но МГУ постарше Стэнфорда будет. Я тоже так думаю. Сколько драматических событий случилось вокруг Московского университета на протяжении его развития. Вот. Это же ни в какое сравнение не идет со спокойной жизнью вокруг Стэнфордского университета в окружении пальмы замечательного климата. Если впрямую сравнивать, скажем, качество образования здесь и там, то в целом, конечно, оно там выше, безусловно. С другой стороны, Егор, если честно, я не очень хорошо понимаю, почему. Я знаю некоторые ситуации, в некотором смысле вопиющие. Вот я где-то, наверное, года 3, правда, уже назад прочитал такое сообщение. Вот оно стоит того, чтобы его процитировать близко к тексту. Я, к сожалению, забыл, то ли Стэнфордский университет, то ли Корнельский университет, то ли вот какой-то из тех, которые на слуху. Так вот, там пришли к выводу, что студентам довольно сложно изучать язык Java. Сообщение вот конкретно там говорит. Более того, преподавателям трудно преподавать язык Java. И в связи с этим было решено, изменить, модель обучения, взяв вместо Java язык попроще. Какой? JavaScript. Для меня это, понимаешь, вот я не очень понимаю, какое образование получат студенты, приобретя навыки кодирования на JavaScript. Что они вообще будут понимать о программировании? Что вот надо написать так, так и так, чтобы получить вот это. Вот, абсолютно без всякого знания там о объектно-ориентированном подходе, систематическом программировании и так далее, и так далее. С другой стороны, когда я несколько раз был в Америке, и все разы я был в Microsoft. Может быть, это исключение, не знаю. Я общался там с людьми, вот, всякими, и молодыми, и не очень молодыми. У них уровень-то очень приличный. Очень приличный. Вот без всяких дураков. То есть там, в принципе, да, и микрософтских людей я много раз слышал на конференциях всевозможных. Это действительно очень хорошая квалификация. Так вот, если вот сопоставить мой опыт общения и вот это сообщение о переходе с Java на JavaScript, я не очень понимаю, как эти две вещи друг с другом коррелируют. Если у них такие преподаватели, которым трудно преподавать Java, то как у них получаются специалисты уровня микрософтовского того же? Конечно, может, Microsoft это исключение, может, они сгребают выдающихся программистов со всего мира. Вот. Не знаю, но во всяком случае эти два обстоятельства меня вставят в тупик. Я не понимаю. Этого я не понимаю. К сожалению, я не имел возможности побывать в американских университетах. Я слышал лекции в Ютьюбе, там какие-то выступления этих ребят. Все хорошо, все хорошо. У меня нет никаких таких сомнений в их квалификации. Но откуда же такие
поразительные новости случаются. Не понимаю, абсолютно не понимаю. А вот по поводу лекций в YouTube. Да. Я вот свои некоторые лекции записываю, выкладываю в Ой, YouTube. Но я здорово, знаю, здорово что не получается. все делают преподаватели так, далеко не все. Я даже иногда предлагал преподавателям, некоторым моим Мгм. знакомым, говорю, вот Мгм. тоже записывайте, выкладывайте. Вы таким образом свои знания будете передавать. Но люди Да. не рвутся в эту сторону. Как вам Вот, кажется, это вот, почему и нужно ли? ну, во-первых, я тоже не рвусь. Вот. Так. Но, ну вот как-то вот так. Я делаю это периодически, то есть записываю эти лекции, но как бы по работе, по вынужденности. Но вот когда была эпидемия, я часть лекций записывал и выкладывал вот в Moodle, в нашу систему. Студенты, тоже сидящие на карантине, они их просто смотрели. Мгм. Вот. А, Несколько курсов я прочитал именно вот только на запись, но это там попросили меня, вот там какая-то, ну, какая-то инициатива общероссийская была забыл даже, как называется. Короче говоря, это типа вот курсы повышения квалификации для преподавателей каких-то вузов там провинциальных. Я прочитал короткий курс лекций на запись. Вот. Но по своей инициативе, ну, я не знаю. На самом деле, я почти уверен, что у меня так, как у тебя, хорошо не получится. Просто очень Понимаешь? много лекций в том же MIT, в том же Стэнфорде, которые есть на Да, YouTube, вы же да, сами сказали. да, Это же да, просто да, я преподаватели обычно, им просто ставят камеру, и они полностью читают лекцию. согласен, полностью согласен. Ну, вообще-то, немножечко не так. Немножечко не так. Там все-таки монтаж, вот то, что я видел, ну, как и у тебя, там, ну, и во многих случаях там есть коротенькая вставочка, где ты изображен, вставка с моим слайдом. Ну да. Zoom тоже что-то умеет такое делать, но Нет, я как бы монтирую, я отдаю каждую лекцию на вот. монтаж. А я уж чем, но монтажом я как бы не в состоянии заниматься. Может быть, Мгм. поэтому. Я не знаю. Как-то меня не тянет, Я если думал, честно. что это сам университет должен поддерживать. Я даже высказывал такие мнения, но А, университет как-то не поддержал эту идею. Я им говорил, Вот, потратьте на это какие-то небольшие деньги, ты возьмите знаешь, оператора, наймите на полный рабочий день, он будет... у нас есть прекрасно оборудованная студия. Вот, со всеми делами, с экраном, с софитами, там, ну, в общем, там все, там какой-то очень удобный полупрозрачный экран, в общем, что-то там вот хорошее. Мгм. Вот, но как-то, понимаешь, у нас как бы на Academic Council, если и был разговор об этом, то только в том ключе, что вот во время эпидемии, значит, мы все переходим на онлайн. И, соответственно, мы должны либо онлайн выступать, либо записывать и выкладывать. Вот. Помимо вот этих таких объективных обстоятельств, разговора о том, что а давайте-ка мы будем записывать, на моей памяти не было. Не знаю, может быть, ты и прав. Может быть, ты и прав, может быть, и стоило бы это делать. Я Надо. дополню эту мысль. Мне кажется, что Да, это бы очень бы подстегнуло преподавателей. Одно дело рассказывать в аудиторию, где люди посидели, послушали и ушли, и на этом все закончилось. А другое дело рассказать на да, камеру, зная, что это потом пойдет в интернет и будет там лежать да, 10 лет. Это совсем будет да, другой да. уровень подготовки к лекции. По крайней мере, у меня. Я знаю, что я готовлюсь, ну, И больше полностью значительно, согласен, полностью согласен. чем Когда, если бы... когда я готовлю какую-то лекцию, предназначенную для записи, вот. Да, Я даже волнуюсь больше, чем перед обычной лекцией, конечно. безусловно. И я думаю, я 10 раз думаю о том, так сказать, как я буду рассказывать, что я буду рассказывать и так далее. Да. Согласен, да, согласен. Ну вот так, как есть, есть как есть. Иногда университет говорит в ответ на это предложение, что, мол, если мы начнем выкладывать все лекции, то зачем студенты будут к нам поступать вообще? А у них будут все лекции. Это ошибка. Я не знаю, кто такое говорит, но в принципе я, например, записал несколько лекций на английском языке, и мне было сказано, что эти лекции для тех студентов, которые хотят к нам, ну, для тех молодых людей, которые хотят к нам поступать. Вот так мне было сказано. Может быть, речь шла о магистрах, правда, только я уже плохо помню. Но наоборот, как бы считалось, что вот как бы это для того, чтобы их завлечь в университет. У меня Да, два вопроса осталось, я забыл. хорошо, Вот такой хорошо. важный вопрос. Вы про аспирантуру что думаете? Рекомендовали ли бы вы студентам туда идти? Или это вам кажется лишним? Ну, аспирантура – это гораздо более серьезный уровень, нежели там магистр, например. Это абсолютно индивидуальное решение, потому что оно предполагает очень специфический род занятий, который это не программист, ни разу не программист. Он должен уметь программировать, но это не главное. А главное, вот склонность к ресерчу, вот к исследованию. Ты сидишь и исследуешь какую-то сферу. Ты пытаешься найти в ней что-то, ну, скажем,
какие-то недостатки, что-то незавершенное, пытаешься ее каким-то образом улучшить, сказать что-то новое. Элемент новизны вот в этом, в позиции человека, который готовится к защите диссертации, он обязателен. Вот иначе, ну, понимаешь, вот когда студент заканчивает университет, пишет диплом, это даже, по-моему, это в официальных документах называется квалификационной работой. То есть ты как бы объявляешь о своей квалификации. Вот она такая. Когда же ты пишешь диссертацию, это уже нечто другое. Ты, в принципе, должен показать, во-первых, показать, что ты вот что-то можешь вот глубоко исследовать какую-то сферу, и второе, ты должен показать, что ты достиг в этой сфере каких-то успехов, придумал что-то новое или открыл что-то новое. Вот. Это очень специфическая сфера деятельности. Вот. Ну, конечно, у тех, кто защитил диссертацию, разные судьбы могут быть. Они могут в итоге пойти и стать, в общем-то, какими-то разработчиками. Но это уже другой вопрос. А вот аспирантура как таковая, она вот, на мой взгляд, вот такую особенность имеет. А вы бы И далеко не... рекомендовали туда идти Да. магистром? А, Или вы бы не Если подталкивали? Ну, я подталкивать в любом случае не буду. Но если я вижу, предположим, что чел довольно, так сказать, вообще глубоко покопает тему, если я вижу, что у него достаточно широкая эрудиция вообще вот в компьютер сайенс, если я вижу, что у него есть выраженные интересы именно к такого рода деятельности, к исследованию, тогда я ему говорю: парень, давай, подумай. И вот у меня есть такой студент, вот, который уже сейчас вот думает, и более того, резюме рассылает в разные магистратуры. Он, правда, про магистратуру речь, извини, это уже немножко не то. Вот, в принципе, я давить не могу. Я ему говорю: парень, тебе надо в аспирантуру идти. Вот, как бы это мое мнение, а там уж как знаешь. Вот. Леди, самый важный вопрос у меня остался. Да. Скажите, как вы думаете, роль и миссия преподавателя вот в ВУЗе – это объяснять, я несколько вариантов дам, это объяснять, или это мотивировать, или дисциплинировать, или проверять? Вот что главное, вы считаете, должен делать преподаватель? Ну, давай я за себя отвечу. Окей. Мне больше всего по душе, первое, объяснять. Я должен человеку объяснить существо той темы, о которой я говорю. Именно объяснить, рассказать. Вот. Ну, с необходимым уровнем глубины и общности. Вот. Что там у тебя дальше было? Мотивировать. Потому что есть такое мнение, что объяснить он может и книгу прочитать. Там все подробно, там лучше будет объяснено, чем, в общем-то, любая наша лекция. Хуже. Я Хуже? объясняю лучше, чем в книге. Ага. Вот, ну, по крайней мере, мне так кажется, что я читаю многие книги. Разумеется, я как бы вот по программированию читаю много книг, у меня громадная библиотека. Вот. До недавнего времени hard copies, а теперь и электронная библиотека. Так вот, далеко не все книги объясняют хорошо. Вот в этом элементе. Бывает даже такое. У меня есть конкретный пример. 2 издания одной и той же книги. Тема одна и та же, автор один и тот же, интервал, по-моему, года 2. Вот, могу даже сказать про язык Swift. Первая книга ужасна, ее читать невозможно. Это какая-то каша терминов, что-то, ужас. Вторая книга того же автора уже приличнее. Ну, это к тому, что книги разные бывают, и далеко не всегда они объясняют. Кроме того, далеко не всегда книги задают нужный уровень. Иные книги, так сказать, рассказывают как для детей, а иные наоборот, как бы наукообразие наводит там, где оно не нужно. Я могу устно объяснить лучше, чем многие книги. Ну и слайд нарисовать хороший, информативный, лучше, чем многие книги. У меня уже слайды есть, не только голос, у меня слайды есть. Я на картинках все показываю, на примерах, на слайдах у меня примеры. Вот. Мотивировать. Да, это тоже как бы... Я свою сферу деятельности очень люблю, она мне нравится, я всю жизнь в ней работаю. Я, кроме вот этих вот компьютер-сайенсов, вот, немногих тем, в которых я, так сказать, более-менее разбираюсь, я больше чего в жизни делать не умею. Ну, слайды готовить. Вот. И мне это нравится. И когда я рассказываю что-то, объясняю то, что мне самому нравится, студенты это чувствуют. Они чувствуют как бы вот... И вот то, что я рассказываю, не просто отстраненно, а рассказываю с интересом, с личным интересом. Это их, мне кажется, это их мотивирует.
Но, во всяком случае, стремиться к тому, чтобы замотивировать их, показать, насколько это интересно и здорово, и парадоксально, вот это тоже стоит делать. А Еще что там тогда? дисциплинировать. Ну, Потому что в том дисциплинировать. смысле, что сам студент мог бы и книгу прочитать, он, в принципе, мог бы и замотивироваться, посмотрев чьи-то YouTube-видео, но вот Может дисциплинировать быть, их, входить на ну, занятия, сдавать экзамены. как-то меня расстраивает, когда вот с течением времени на лекциях все меньше и меньше народу. Меня это расстраивает. Но тем не менее, я бы не стал их дисциплинировать каким-то образом. У нас вводили систему, значит, перед лекцией на экран высвечивается QR-код, и каждый студент, заходящий, он должен его отсканировать, тем самым подтвердив свое присутствие. Сейчас это у нас не практикуется, но в любом случае я от этого отстраняюсь. Ну, не хочет, я не знаю, как его дисциплинировать. Ну, я могу ему как бы 5% итоговой оценки увеличить, но и контролировать его я не могу и не Ну, буду. вспомните МГУ, вспомните советскую систему, перекличку перед Да, каждой лекцией проводили. да, И если там человек или отсутствует, то спрашивали, старосты, где он, да, где этот старосты, студент. старосты групп на самом деле переписывали всех, значит, Конечно, которые... Мне это не нравится. не нравится. Это не, то есть вот ну, человек не хочет, значит, вот, ну, понимаешь, на первых 2, 3, 4 лекциях все присутствуют. Вот. Да. Если я за это время их не замотивировал, не увлек, значит, не понял, они не поняли, значит, или посчитали, что я объясняю там слишком глубоко, непонятно или наоборот слишком примитивно, ну все, значит, не судьба. Значит, я чем-то облажался или наоборот они, так сказать, им это не интересно. Ну, есть альтернативная версия, что это Да, просто дети, у них внимание рассеяно. Если их жестко, грубо говоря, в угол не ставить, то они просто расхлябанными становятся. да, И он идет в кино да, и идет играть я в игры, и все. согласен, То есть дело да, не в да. вас, не в том, что вы плохо мотивируете плохой материал, а просто он такой, ну, студенты, они такие Такой в среднем. по жизни такой, Да, в да. Все среднем дети такие, студенты как да. бы такие, наверное, разгильдяи. Да. И наша роль как преподавателя – это именно переклички, указкой по рукам бить. Ну, я утрирую, вот как это было. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, вот давай я подумаю над этим. Может быть, действительно в этом есть... Кому-то достаточно 2 лекций, чтобы проникнуться и на остальные ходить, а кому-то надо, так сказать, действительно вот посидеть полкурса, чтобы понять, что это мне и нужно, и интересно. Ну и последнее Здесь... из вариантов, который я предложил, это давать обратную связь, то есть проверять его, потому что ни YouTube, ни книги не скажут ему, ты неправильно сделал, не скажут ему, здесь Ну, ты ошибка. знаешь, проверять нужно, но только это, ну, ты знаешь, как у нас устроено, я думаю, и в других университетах аналогичным образом. У них, кроме лекций, есть лабораторные занятия. Там их ведут teaching assistants. Вот. Там уже значительно меньшее количество студентов, и teaching assistant могут как бы получить обратную связь от всех. Я, как преподаватель, не могу как бы, ну, вот каким-то образом вот такое вот взаимодействие осуществить. Я им говорю, ребята, вот у меня есть офис, приходите, если я, значит, на месте, мы с вами поговорим на любые темы. Вот некоторые приходят, не очень много, правда. Вот, ну, другую обратную связь я лично вот с этими вот с 300 осуществить не могу. Вот. Хотя, в принципе, вот назначение лабораторных работ как раз в этом, чтобы студент общался с молодым преподавателем вот более непосредственно. Вот. Хотя у меня вот после первых лекций, там, не знаю, еще там по полчаса я на вопросы отвечаю где-то уже в кулуарах. Ну, я преувеличу, не полчаса, меньше, меньше. Ну все, у меня вопросы кончились. Спасибо вам А, огромное. Да, Егор, спасибо большое. И мне было приятно немножечко оторваться в ответ на твои вопросы.